всем привет! Сегодня была трудовая рыбалка. Сегодня сильный ветрище, но я все равно половил рыбки. Рыбка клевала отлично, так что кто хочет посмотреть, как это было, оставайтесь, не переключайте. Поехали! О, хороший. Хороший. О. Хорошенький, друзья. Такой. Я выхожу на водоем. Утро. Ветра пока нет. Но обещают порывы до 11-14. Не знаю, как будет на самом деле. Сильный снег. Давление вниз. Что ж, иду в место, где в этом году еще ни разу не рыбачил. Идти тяжело. Никто еще туда не ходил после этой недели метели. Целую неделю бесперерывно шел снег. Идти, не сказать, что прям тяжело. На льду не так много снега, потому что его сдувало. Но все равно трудовая рыбалочка будет уже по-любому. Ну а будет ли клевать рыба, вы увидите, друзья. Ну и по традиции пользуюсь программой Navionics. Вот у меня точки. Вы видите. Сейчас до них дойду. И буду пробовать. Я всегда, где более-менее там клев был, там штуки 3-4 вытаскивал на лунке, всегда отмечал. В принципе, это помогало. Потому что вот в начало декабря я также пошел по своим точкам в другой части водохранилища. И, в принципе, там рыба опять стояла. Все, друзья, дошел. Ну, сейчас буду начинать разлавливать. Если здесь в округе, так скажем, 20-25 метров ничего не будет, то еще есть точки чуть подальше. Еще туда добегу быстренько. Просто хочется сейчас именно утренний выход попробовать здесь. Потому что здесь клевало. Все заснеженное стало. Разворачиваю. В принципе, в снег я люблю рыбачить, лишь бы ветра не было. Тоже прикольно. Был у меня вот такой чехол, покупал на старый бур, но он не поместился, затупил, я покупал. Вот теперь буду таскать этот свой мотошторм Шнек. Удобно тем, что после рыбалки на нем все равно остаются кусочки льда, до конца не очищается. Ты его туда засунул и спокойно довез куда надо. Летом он у меня тоже служит, я туда стул кладу и треногу свою для фидера. Вот так. Все, уже вторая полноценная рыбалка с шуруповертом у меня. Один у меня за пазухой, а этот я утеплил побольше. У меня с этим чехлом в придачу шел в комплекте еще типа теплый чехол для запасной батарейки. Но я и ее одел, и этот одел. Я думаю, так вообще будет. Потому что подмерзал все равно. Небольшой вот минус этого шуруповерта, он подмерзает все-таки. Идет уже самое то под шуруповерт. Что тут у нас? 6,5 метров. Нормально, как видно. Сейчас проверим. Пока ищу.
Так, пришел немножко на другое место. Сейчас посмотрим. 4,3 глубина. Есть. Хороший сразу какой. Тюкнул. Ух, 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 ух. Ух, 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 ух. Ух, ух, ух. Хорошенький. Хорошенький. Хорошенький, друзья. Вот такой. Бомбический. Фу. Сразу сёк так сёк. Балансир Алвега. Пятерочка. Такой полосатенький. Коснулся. Приподнял так. Такой, друзья, небольшой. Тут много. Есть. Окушок, окушок. Клюет, погода хорошая. Вообще, вроде бы я читал, как бы. На практике фиг его знает, что когда давление на понижение идет, снег, окунь хорошо себя проявляет. И вот сегодня ровно такая же погода. Ну а пока я искал новую уловистую лунку, я опустил подводную камеру в лунку, где до этого ловил окуней, чтобы посмотреть, что же там интересного. В глаза сразу бросается ракушечник, и плавающий в этом районе полосатый. Течение в этот день было ощутимое, поэтому камеру немного трясло. Повернув камеру немного вправо, мы можем увидеть отчетливую границу песочного дна и ракушечника. Причем посмотрите, весь окунь стоит на песке, так как плавник у него верхний прижат, да и сам он прижат ко дну. И вдруг слева подплывает еще один полосатый, и он мастерски паркуется на песочное дно. Такое ощущение, что здесь место отдыха, и у каждого есть свое парковочное место. Ну а пробуренная лунка была практически на границе между ракушечником и песком. Соответственно, и окунь клевал очень бодро. Некоторая активность все-таки у полосатого присутствует. Вот и еще один окунь приплыл. Ну а этот решил попозировать на камеру.
Ну а когда я камеру повернул еще правее, то здесь было очень много окуня. Если вы обратите внимание, он опять же паркуется на песочном дне. Между несколькими окунями есть ракушечные островочки. И как раз некоторые рыбы стояли в таких небольших коридорах в виде песочного дна. Есть у меня и другое мнение, что полосатый хищник таким образом маскируется и выжидает добычу. Ну и вот еще один красавчик пришел поздороваться со мной, позируя на камеру. Есть у меня еще один такой интересный Lucky John. На него я тоже ловил. Сейчас покажу. Вот такой расцветки. Сейчас посмотрим. Вот Lucky John сразу. Ничего, сходов нету, блин. Сейчас посмотрим, конечно. Нордик это, конечно, для меня сейчас топ. Есть. Небольшой вообще прям. Хотя... он не сходит. Ну да, небольшой. Но он клюет. Этого надо пустить. Такой вот кушок, это уж было вообще не пошел. Поклевочка была. Есть. Нормальный. Пойдет. Блин. Есть. Есть. Хороший. Вот. Хапнул, догнал. Высоко поднялся. Дружочек, причем боднул.
с внешней стороны тройник жахнул. Ах, поклевочка еще. Еще одна. Есть. Так. Еще такая неплохая луночка. Когда вот он активный, но к балансиру, кстати, подошел, когда я с полводы поднял. Где-то со сторон пришел, значит, он ходит с полводы где-то. Не со дна поднялся, как это обычно бывает. Есть. О, хороший. 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 О. Хо-хо-хо. Да. Нортик рулит. Фу. Хапнул, дай боже, блин. Нагнал так. Еще рыба есть. Есть. Тоже нечешный. Сошел. Блин, хороший был. Ах, поклевочка. Еще одна. Ай, ё-моё, подкидывает. Есть. Тоже подбагрил, видите? Возможно, он в этот момент подходит, промахивается, и я начинаю подкидывать. Скорее всего, так и происходит. Прям как будто в рот положил. Ага. Блин. И этот оторвался. Хвостик. Блин. Быстро надо менять балансир-то. Жалко. Хвостик оторвался. Ладно, я его приклею. Сейчас свой чемпионский нордик поставлю.
Жахнул. Жахнул, поставил другой. Lucky John Classic. Пятерочка тоже. Такой. Под окуневую расцветку. Глубина 5,2. Ах, бьет. Ух, пипец метет. Ё-моё. Прям подо льдом хапнул. Есть. Хороший. Ну, не очень-то, но так как-то сопротивлялся. Больно хорошо. Вот такой. Ничего так балансирчик. Начал тоже поклевывать на него. Погрел. Видите как они, потому что интересуются. Думал, крупный. Блин. Во рту держал, я так дергал, короче. Напряг почувствовал, стал посекать, а он выплюнул. Прикиньте. Я думал, зацепился за что-то. Поклевочка. Трещи капец. Но рыба клюет. Только хотел подкинуть такой съедобный окунера. Фу.
большой. Ой, блин, капец. Конечно, берет. На копчение такой мне самое то. Мою коптилку. О, это хороший. Это уже хороший. Да, в такую погоду, друзья. Это, блин. Все, друзья, ветер усиливается. Вообще некомфортно рыбачить. Все заметает. Сами видите, какой я весь в снегу, блин. Капец. А еще и снимать надо. Поэтому сейчас мы с вами все взвесим, посчитаем. И я пойду домой. В принципе, рыбалка состоялась, с рыбалкой доволен. Ветер, солнышко светит. Капец. Рыбалка, конечно, сегодня трудовая. Давайте по традиции посчитаем улов. Супер крупных не было, но были достойные, такие порционные. Раз, два, вот такие были. 3, 20. 21 штука, короче. Да, вот такая пурга. Это капец просто. Но я сейчас буду собираться домой. Ну что ж, сейчас будем взвешивать рыбу. Сейчас я ее сложу всю. Нормальный улов, рыбалкой я очень доволен. Так. Взвешиваем, друзья. Ну что, 4 килограмма получается. 4280, 4300. Короче, 4200. Отличный результат. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Рыбалка закончилась. Встретимся на рыбалке. Всем пока. До новых встреч. Я сейчас собираюсь и иду домой.